Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Я уже снимала однажды видео о наборе прямого рукава из проймы. Такой вот будет спущенный рукав, скажем так. Но почему-то некоторые посчитали, что не очень понятно. Ну, может быть, я сейчас и опыта набралась в объяснениях, поэтому хочу повторить еще раз. Значит, я подвязала нить. Вот здесь у нас был остаточек. Я сюда ниточку новую подвязала. Начинаю набирать. Использовать мы будем вот эти вот кромочные петли. Кто-то подхватывает вот так, полностью их продевая, да, обе. Я всегда делаю набор вот таким образом. Я использую крючок. Значит, я подхватываю одну дужечку петли и следующую. И, скажем так, через обе протягиваю нить. И таким образом я действую по всей пройме. Вот таким образом я вытягиваю нити. Рукав у меня будет сшивной, он будет не по кругу. Поэтому, в общем-то, я еще и стягиваю, если это по кругу рукав, еще и соседние между собой. Одну петельку набираю из двух. Вот таким образом. Я в одну петельку, получается, вхожу дважды. То есть я уже один раз ее подхватила с правой стороны, теперь с левой стороны. И последующую. Еще раз вхожу в эту же петлю кромочную, в последующую и через обе вытягиваю нить. Вот таким образом. Далее я переношу эти петельки набранные на круговые спицы. Крючок, видите, какой должен быть. Он не должно быть у него толстой ручки, чтобы вы могли спокойно их снять. И таким образом продолжаю на протяжении всей проймы. Мне, видно, уже кажется, что это совсем прям просто. То есть я еще раз вхожу в следующую, подхватываю, вытягиваю. В эту же еще раз вхожу в следующую, подхватываю, вытягиваю. Через обе. Еще раз в нее же вхожу, подхватываю следующую, вытягиваю. Еще раз в эту же, в последующую, вытягиваю через обе. Снова переношу вот таким образом на спицы. Я дошла до вершины рукава, скажем так, до вершины проймы. Вот здесь уже половины петель, скажем так, мы набрали. Значит, здесь немножечко хотела показать, в чем особенность, скажем так. Для того, чтобы у нас вот это место не оказалось без петельки, мы также точно берем. Мы в эту петлю уже входили один раз. Видите, нить выходит отсюда. Мы входим еще раз, подхватываем последующую, которая после шва уже идет. Вот здесь у меня шов. Вот он шов. Подхватываем последующую. Также протягиваем нить. Вот. То есть мы таким образом постарались избежать каких-либо огрех. Чтобы не было никаких отверстий, не осталось. Далее. Здесь и далее мы пойдем немного другим путем, потому что теперь петельки эти кромочные, они расположены по отношению друг к другу немного по-другому. Теперь мы входим в последующую петлю и возвращаемся в предыдущую. Видите, как они теперь расположены? Немного по-другому. Просто действуем наоборот. Раньше мы входили в эту петлю. Видите, она теперь немножечко неудобно стоит, чтобы после нее входить. Поэтому мы входим в эту петлю сначала в последующую, а теперь в предыдущую. Разница только в этом. И теперь мы будем действовать до конца оката, до конца проймы вот таким образом. Ну, ничего, так я скажу, особенного тоже нет. Просто действуем с одной стороны так, с другой стороны наоборот. Значит, вот я перенесла уже все набранные петли проймы на круговые спицы. Сейчас вариант 2. Либо вы вяжете по кругу. В таком случае сюда у нас переносится маркер. И продолжаем вязать. Вот, пожалуйста. Единственное, вы должны обратить внимание в обязательном порядке. Хорошо вот здесь подтянуть, чтобы вот здесь зазоров никаких не оставалось. Подтянуть
И очень важно, рассмотрите, пожалуйста, как стоят у вас петли. Вы должны вязать за правую стенку. Она может быть и задней, и передней, смотря как вот набирался, каким был у вас наборный ряд. Здесь вот она сзади стоит. То есть, если у вас лицевые это получается, да, то вы продолжаете вязать. Я не буду вязать таким образом. У меня будет рукав сшиваться. Поэтому я просто сейчас разворачиваю вязание и вяжу изнаночную сторону. Какой вариант вы изберете для своего изделия, это зависит от вашего изделия и от ваших предпочтений. Все, сейчас я вяжу свою изнаночную сторону. Пожалуйста. Все как обычно. Сняли петельку. Так. Первую снимаем, кромочную. И действуем, соответственно, тому, как сейчас стоят петли. У меня передней стеночкой стоит. Передняя стеночка правой является в данном случае. Но сейчас, возможно, где-то будет по-другому. Вот, пожалуйста, за заднюю стеночку, потому что справа сейчас стоит она, правая стеночка сзади. Это вот особенность, на которую нужно обратить внимание. В следующем ряду у вас уже будет все, как вы поставите, то есть как вы вяжете. Вяжете вы бабушкиными петлями или классикой. То есть это особенность вот после наборного ряда. Далее все будет так, как нужно вам. Все, спасибо вам большое. Кому понравилось, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. И это видео будет полезным. Всего доброго, Марина.